Меня с детства беспокоил желудочно-кишечный тракт. Помню, в детстве все живот болел, в школе, в институте, на работе, но все как-то некогда было ходить по больницам. Вроде поболит, перестанет. Иногда была рвота, естественно, все это перешло в хроническую форму. И вот с прошлого года меня стал беспокоить вопрос. Это после того, как я вышла на пенсию. Что пора бы сходить и поставить диагноз по ЖКТ. УЗИ органов брюшной полости я прошла, а ФГД составляла на потом. Все боялась этой болезненной процедуры и боялась диагноза. И вот настал этот день, и мне ставят диагноз геморрагический гастрит. Мне назначают лечение, все это бесплатно в поликлинике по месту жительства. Лекарства по рецепту были куплены в социальной аптеке, обошлось мне все это в $35 примерно. Я пересмотрела кучу роликов на эту тему. Хеликобактер, эрозия, язва, гастрит, антибиотики, народные средства. В голове у меня все перемешалось. У меня есть знакомая, ей 74 года. У нее обнаружили эрозию желудка, которая ее не беспокоила. Она пошла в платную поликлинику, заплатила в общей сложности около $250, а это ее месячная пенсия примерно. И при контрольном ФГДС, после того, как она прошла курс лечения, эрозия как была, так и осталась. Ей назначают другое лечение, после которого у нее началась аллергическая реакция, сыпь по всему телу. Она плюнула на это дело и лечиться перестала. Причем этого пожилого врача мне хвалила другая знакомая и говорила, что она мертвого воскресит. Я ей возразила, а что ж она не вылечила пенсионерку Н? Имен и клиник не называю. К чему я это говорю? К тому, что не всегда платные клиники лучше, чем государственные. Теперь вернемся к моему лечению. Итак, что же мне назначили? Я не имею медицинского образования и рассуждаю только с позиции больного и результата контрольного ФГДС. Значит, мне назначили висмут, содержащий препарат Ульковис. Назначили другой, но в аптеке мне дали аналогичный. 3 раза в день за полчаса до еды в течение месяца. То, что за полчаса, это тоже мы сами нашли. Нам сказали просто до еды. Стул почернеет, потому что висмут вступает в реакцию с сероводородом в кишечнике и образуется сульфид висмута. Черные кристаллы, нерастворимые в воде. Меня не предупредили, у меня была паника по подозрению в кровотечении. Спасибо интернету, читать, слава богу, умеем. Что же лечит висмут? Из интернета я поняла, что одна из причин заболевания желудка является хеликобактерная инфекция. И висмут трикалия децетрат имеет наиболее высокие антибактериальные свойства к хеликобактеру среди других соединений висмута. Через полчаса после висмута, для быстроты буду этот препарат называть так, прием пищи. Соблюдаем диету, стол номер 1. Нельзя принимать висмут вместе с молочными продуктами, так как молочка снижает эффективность лекарства. Так вот, пациентке, проходившей лечение в платной клинике, об этом не сказали. И все лечение она употребляла молочные продукты. Возможно, это одна из причин отсутствия результата. Мне же врач сказала не употреблять молочные продукты без объяснения причины. Возможно, я бы пренебрегла этой рекомендацией, но в моем окружении есть люди, имеющие общие медицинские знания, которые мне разъяснили механизм несовместимости висмута и молочки. Через 15 минут после приема пищи антибиотик Клабел 3 раза в день в течение 10 дней. Через 15 минут после приема Клабел антибиотик Максилен 2 раза в день после еды в течение 10 дней. Через 15 минут после Максилена по 1 чайной ложке алмагеля. Мой врач назначил мне алмагель до приема пищи, то есть практически совмещая висмут с алмагелем. Но опять же, покопавшись в интернете, мы обнаружили, что для лечения висмутом нужна высокая кислотность, а алмагель снижает кислотность, поэтому мы переделали схему приема препаратов, исходя из простой логики. При приеме антибиотиков наблюдалась страшная горечь и сухость во рту. И вообще у меня было ощущение, что я лечу одно, а калечу другое. Прошел месяц, и сегодня я сходила на контрольный ФГДС, который снял первоначальный диагноз геморрагический гастрит и оставил хронический гастрит. Завтра пойду к врачу за подробной консультацией. Так что я хотела бы сказать. Сейчас медицина совсем на другом уровне. Врачей не хватает. На нашем участке тоже нет врача. Его замещает врач с другого участка. Объяснение этому, что маленькая зарплата. Если жилье арендное, то не выжить.
Надо самому вникать, разбираться и не принимать на веру все то, что говорят тебе врачи. После того, как я сама столкнулась с этой болезнью, некоторые ролики профессионалов на Ютубе вызвали, мягко говоря, некоторое недоумение. Я боялась, что лечение окажется неэффективным. Посмотрим, что будет дальше. Почему-то анализы на хеликобактер и кислотность не делали. Но все равно врачам спасибо, и себе спасибо, и всем, кто мне помог вникнуть во все это, спасибо. Пейте кисели, ешьте овсянку и будьте здоровы.